Всем привет! С вами Shotgame. Продолжаем играть в Hellion в режиме выживания в системе BTR. Так, ну что, перед нами задача слетать на Break Marble. Мы сейчас туда выдвинемся. Прежде чем мы это сделаем, мы разгрузим свой стироп. Ну что, сейчас он у нас загружен под завязку. Плюс мы сделаем небольшое количество аптечек. Нам они пригодятся. Так, ну все, сейчас откачаем воздух с отпоста и будем готовиться к полету. Ну, задача достаточно простая: найти на орбите стироп. Насколько я помню, там есть возможность взять радар и взять соответствующий детонатор. По-моему, насколько я там помню, были синие детонаторы. Это уже детонатор, так называемый, второго уровня. Второй тир. Так. Ну все. Сейчас посмотрим, у нас давление выровняется. Все по нулям, все хорошо. Идем в FM, делаем аптечки. Так. Выберите предмет. Так, давайте малый аптечек наделаем. Так, у нас сейчас новый скафандр Proteus. Ну, достаточно неплохой во всех отношениях, с хорошим запасом кислорода. Вот. Единственное, что он, в отличие от военных версий, он как бы не имеет защиты баллистической. Но для того, чтобы подольше работать в космосе, для того, чтобы долго у вас не кончался кислород, это достаточно оптимальный вариант во всех отношениях. Вчера мы летали в район Эвереста и добыли там джекпак, а до этого мы добыли там скафандры. Ну, давайте пока мы делаем аптечки. Они нам пригодятся. Так. Вот, сейчас выкрутим ресурсы. Летим на стироп, мы его пришвартовали чуть бортом. Так, здесь закроем. И вперед. Ну, то есть, насколько я понял, там сталкер посоветовал пока собирать ресурсы и готовиться к тому, что мы найдем Аргус. Ну, я думаю, найдем мы его. Конечно, было бы неплохо, но все равно нам понадобятся ключи. Так, ну давайте здесь собирать все. Так, сгрузим все ресурсы. То есть у нас большое количество разных ресурсов. Так, аккумуляторные батареи, военные ядра, инжектора. Ну, это мы выгрузим. Так, батарейки нам пока понадобятся. Ну, давайте так, для начала. Так, посмотрим, сколько у нас еще осталось места. Ну, в принципе, все под завязку. Ну, давайте еще вот. Давайте вот пустой бур. Ну, хотя как относительно, конечно, пустой. Все. Так. Давайте быстренько все это переработаем. Сбросим. Ну, это буквально займет, может быть, минут 10. Вот, не более того. Так, посмотрим, в каком состоянии у нас хранилище. Ну, давайте
Освободим, у нас 500 единиц есть. Так, здесь у нас... Так, ладно, это мы потом переработаем. Так, смотрим. Так, смотрим. Скидываем. Значит, мы забьем хранилище, и все тогда. Так. Тут нам нужно будет скинуть водород. Он нам пригодится во всех отношениях. Выгрузить. Так. Выгрузить. Ну, нет, сталкер, конечно, правильно говорит, надо готовиться потихонечку к тому, что у нас будет Аргус. Но хотелось бы, конечно, этот процесс ускорить. Так. Еще один с водородом. Ну, все, по-моему, да? Все отлично. Давайте тоже переработку это все. Так, здесь мы оставим. Так, ну давайте еще. Так, у нас сам бур, но нам однозначно не нужен в таком количестве буров. Ну, не знаю, куда их там. Так, здесь мы оставим. Пригодятся инжектора, сервомоторы, они пойдут на комплектацию Аргуса. Так, дальше. Так, ну скинем это все. Ресурсы. Дальше будем разгружать корабль. Ну, я думаю, это займет какое-то определенное количество времени. Ничего в этом страшного нет. Я говорю, где-то я рассчитываю, ну, минут 10. Вот как раз это промежуток времени. Средний. Так. Так, у нас тут... Ну, давайте. Еще один сварочник здесь заполненный. Пусть будет водородом. Так. Из той же серии. И еще у нас. Вот так. Ну, два у нас бура тоже пойдут на распил. Помните, такая тема распил. Все на распил. И потом на Брокмабл слетаем чисто в разведывательных целях. Посмотрим. Если мы найдем то, что мы там хотим, это будет, конечно, удача. Ну. Ладно. Потом зафиксируем двери. Так, тут тоже аккуратно с этими, с бурами. Обычно там, если вот с открытым. Так, так. Давайте расплющим тоже это все. Так, здесь мы разгрузим. Сколько помню, там у нас должен быть азот, да? Пойдет на создание воздуха. Он нам пригодится.
То, чтобы накачать корабль. Так, что у нас тут? И еще можно... Так, сгрузим это все. Ну, можно сюда. И вторая. Так, отлично. Так, ну хотя, подождите. Сейчас погорячился я. Давайте не будем таскать эти огнетушители за собой. Пустые, тем более. Это лишнее. Так. Сюда аккумуляторы. Еще можно здесь набросать. Так. Вот. А бутылки под ресурсы, банки так называемые, мы здесь пока оставим. Пусть будут стоять. Пусть стоят. Тоже их в большом количестве нам пока не надо. Так, давайте. Так, аптечки. Здесь сюда тоже аптечки. Все. Ну, тут банки из-под кислорода. Ну, мы возьмем тут. Так, давайте. Так, это пустые. Нет, пустые мы оставим. Смысла нет их таскать за собой. Так, давайте полные возьмем. Вот сейчас разгрузим все это дело. Ну, потом, когда присоединим корабль, можем все это разом переработать. Так. Сейчас уже доразгрузим и полетим. В расширитель сбрасываем. У него 1000... Объем 1000 единиц. Очень даже неплохо. 4 расширителя, это, грубо говоря, 1 ЦБМ по объему. Вот. Ну, конечно, есть плюсы, есть минусы. Это, конечно, то, что надо его цеплять, стыковать. Ну, такая достаточно долгая история. Гораздо проще так называемые голдовые банки. Но до них еще надо расти и расти. Так, ладно, все под завязку. Так, смотрим. Это для длительных полетов. Это уже там комплектация Аргуса будет. То есть он как раз там, у него замечательный там погрузочный отсек. Так, и здесь. Так, ну все. Так, смотрим, что еще. Что мы... Ага, мы должны взять... Давайте еще. Знаете что? Так, этот мы выгружаем. Так, скрываем. Хотя... Давайте так. Еще 2 бутылки под кислород. Вот это мы сейчас заправим. Так, смотрим, что еще нам нужно. Ну, в принципе, у нас все есть, да? Так, военка.
Неужели мы все перемололи, да, на радостях? Ну, сейчас гражданское возьмем, еще ядро. Хотя... Так, сколько у нас по времени? Достаточно. Ну, где-то 2 часа, нормально. Мы на нем слетаем. Потом вернемся, поставим что-нибудь. Вот так. Так, нам нужно заправить. Так, посмотрим. Кислород. Вот так. Заправка. То есть мы ранее заправили. И, знаете, еще мы заправим тут канистры. Парочку канистр под кислород. Ну, в принципе, думаю, достаточно будет. Все. Так, ну что? В принципе, выложим. Так, знаете, где мы выложим это все? Мы выложим в спальнике. Мало ли что. Ну, то есть можно будет забрать потом. Заодно гражданское можно ядро взять. А военное и гражданское, да? Так, ну здесь давайте оставим его. Комплект этот. Пусть будет. Так, еще этот бур несчастный тут. Я не знаю, как-то мимо него. Так, и еще одна бутылка с кислородом, да? Пустая. Вот так. Ну, давайте заправим ее тоже. И бур сейчас распилим. Так, ничего на нем нет. Ну все, в принципе, мы готовы. Мы готовы лететь на Broken Marble. Сейчас мы туда отправимся. Так. Смотрим, как тут у нас. Угу. Ну, а потом посмотрим. Чисто с разведывательной точки зрения. Хотелось бы, конечно, найти этот стероп. Но это было бы замечательно. Это было бы просто супер. Во всех отношениях. Все, летим. Так, вернее, мы сейчас проварим чуть-чуть снизу корабль. Бросим канистры. Все. И здесь. Так, закинем канистру, и все будет хорошо. Так, ох ты как. Тут пропустили мы одну. Так. Тоже. Не доглядели. Не доглядели, да? Давайте еще раз. Уже собрались отправиться, но вот видите, тут такая вот ситуация. Давайте пока так. Скинем. Выгрузить. И еще одну канистру с ресурсами давайте выгрузить. Это все здесь пока оставим. Ну, потом переработаем. Пусть пока здесь все это стоит. Все. Ну, какой вид у нас. Давайте проварим снизу. Там есть небольшое повреждение.
Там было у нас 94%, сейчас, ну, проварим, все будет хорошо. Ну, в принципе, все, мы готовы. Мы готовы. Полетим. Так. Так. Ну, где-то здесь оставим резерв. Тут у нас еще 20% кислорода. Угу. Эверест нас не очень интересует. Вот что нас интересует. Вот так. Угу. Все, полетели. Ну, на втором варпе-то повеселее будет. Все, отлично. Старт. Ну, 3 минуты до Брокена лететь. Ну, задача какая? Мы встанем на орбиту, будем сканировать все и искать разрушенный стероп. Если нам удача улыбнется, то все. Мы сможем аккуратненько проникнуть. Единственная, там, говорю, проблема заключается в том, насколько я помню, там все зависит от того, какая степень разрушения этого корабля. Если он у нас сильно разрушен, то все, до свидания, он может взорваться в любой момент. Обычно он стероп и солнечная батарея, там такой стандарт. Вот. Почему на Брокене? Ну, последний раз мы там встречали. Не знаю, может что-то, конечно, поменялось, может что-то изменилось. Вот нам нужен Power Simple, ну, вот этот радар систем. Такая штука очень серьезная. Просто нам необходимо. Здесь у нас стоит военное ядро. Ну, то есть нормальная схема. Так, посмотрим, что у нас с... Ух ты как, пролетаем над Бетиром. Так, что у нас? Ну, 100%. Все замечательно. Вообще просто все хорошо. Вот. И сейчас подлетим к Брокену и просканируем. Если мы это найдем, аккуратно подлетим. Единственная, говорю, проблема в том, что там турели. Вот это, кстати, очень опасно. В том отношении можно просто-напросто погибнуть. Ну, давайте мы пока поменяем. Да, тут, конечно, освещение впечатляет. На Протеуса, ну вот нормально, то есть более-менее, может быть, просветленное стекло, не такое грязное, как на военном скафандре МК-9. Кстати, они также есть девятки и, по-моему, синие, зеленые, сейчас не помню, даже желтые, по-моему, есть военные. Но самые, по-моему, топовые это у нас Sound, ну, который такой он зеленый скафандр. Это как раз с финальной миссии. То есть, кстати, самое интересное, его можно потом будет крафтить, изучить. Финальный. Такой финальный скафандр. Прочный, надежный, с большим содержанием кислорода. То есть достаточно оптимальный. Финальный скафандр. Ну, в чем-то он, конечно, уступает голдовому, но я бы не сказал, что там прям катастрофично. Но с военной точки зрения он просто достаточно крепкий. Так, пока закроем. Так, ну что, прилетели, да? Так, ну давайте пробуем сканировать это все дело. Так, это у нас
Реактор. Угу. Давайте. Так. Вот. Так. Broken. Solar Section. Черон. Руины. Чекпоинт. Угу. Давайте развернем чуть-чуть. Вот. Сигнатура. Что ж такое вот это? Нас интересует. Давайте пошире возьмем. Чуть повыше. Вот так сканировать. Какая-то исчезла сигнатура. Ладно. Так. Чуть сузим. Так. Такое достаточно своеобразное занятие. Угу. Broken Solar. Так, Abandoned. Угу. Чхерон. Derelict Airlook. Так. Угу. Это какие-то осколки, по-моему, там летают. Это не то, что мы хотели бы видеть. Ладно, сейчас туда прилетим, посмотрим, что это у нас такое. Сразу скажу, там достаточно такая грустная история в том отношении, что вот. Так. Это вообще какая-то левая сигнатура. Известный. Вообще неизвестно, что это. Command Section. Так, это вообще неизвестно, что за сигнатура. Он, кстати, поймал ее. Фантастика. Ну ладно. Бандонин. Ну, давайте вот сюда. Вар перемещения. Активировать. Полетели. Прям в самое пекло. Да, конечно, нам нужны ключи. Нам нужны... Ну, сейчас посмотрим, что это такое. Я говорю, просто давно здесь
летали на Брокине. Ну, посмотрим. Чхерон вот этот, насколько я помню, там это именно есть этот командник, но его просто там не так-то просто взять. Штурму нужна винтовка, конечно, нужны ими гранаты, чтобы парализовать эти. Но можно, конечно, попытаться в наглую в военном костюме пробить брешь. Кто-то там руками сбивает, кто там, я не знаю, там, ну, кто во что гораздо, кто-то там фомкой этой железной. Руин чекпоинт. Так, ну давайте посмотрим, что это у нас такое. Ну, сразу резко выходить не будем, подлетим поближе, посмотрим, что это у нас такое. Почему? Потому что, ну, можем погибнуть на турелях. Вот, то, что мы, в принципе, и хотели, да? Вот. Вот этот корабль, ну надо же, какая удача. Так, давайте попытаемся. То есть там внутри, насколько я понимаю, турель должна быть. Так. Внутрь туда вообще лучше не заходить. Так. То есть есть ли смысл проваривать это все? Не знаю. Так. Угу. Ну все, давайте открывать его. То снизу может это все взорваться. С авторизацией. Поэтому... Так, тут нанитные ядра. Так, турель. Вон она, красавица. Так, что я могу сказать? Птичку в руки. Ох. Прошлось по мне тут. Вот он. Синий детонатор. То, что нужно. Так. Только ключей я не вижу в упор. Обычно на этом корабле тут кей, ключ. Угу, грустная история. Ладно. Колем себе. Ну-ка. Нет, ключа нет. Есть зато эти, как его звать. Конечно, можно попытаться. Опа, стоп. Все, забрали мы кей, ключ. Ну, в принципе, мы все взяли, то, что нужно. Так, что еще нам нужно? Так, еще одну аптечку примем. Ну, пока мы живы. Можно еще турель забрать одну, да? Так, вооружения у нас тут нет. Вот что плохо-то, а? Конечно, можно попытаться там винтовкой расстрелять это все. Ну, ладно. Ну, нет у нас винтовки. Ладно, все, улетаем отсюда. В принципе, как бы мы взяли то, что нам нужно. Так, давайте к кораблю летим.
Так. Все. Так, что мы тут схватить успели? Одноразовое устройство взлома и синий детонатор. Так, ну запоминаем. Аж 2. Вот, давайте аптечку еще одну примем. Раскрасим в яркие цвета. Так, это мы изучим, это мы поставим. Так, детонатор. Это у нас синий детонатор. То, что нам нужно. Так, теперь осталось где-то у нас... Ну, мы, наверное, скорее всего... Ой-ой-ой. Так, а ну-ка, я что-то не обратил внимания. Ну-ка, давайте вернемся на корабль. Еще 5 секунд. И все, и потом обратно летим. Так, где он там? Пока он не взорвался. Так. Угу. Тоже заберем тут все. Эту беду. Так, пистолет этот. Без патрон. Вот он. Вот то, что нам нужно. Все, теперь летим отсюда. Ну, еще можно вот это прихватить. Сейчас, секунду. Эту как его звать? Турель. Все. Теперь все. Ну так, для солидности. Пусть освещает нам путь. Все, теперь улетаем. Почему? Потому что бывали случаи, пока ты там разбираешься, пока смотришь. Ну, кончается все очень грустно и печально. Взрывается все это. Так. Повесим. В центральном. Пусть. Вот он освещает. Ну, хотя можно, ну, в принципе, на любителя. Главное, не цепляется. Белым светом освещает. Все нормально. Так, детонатор есть. Так, что у нас? Так, вот усилитель сигнала. Ну, его будем изучать. Вот. Ну, все, давайте тогда так. Угу. Посмотрим, в каком состоянии у нас 100%. Нормально. И посмотрим мы руинный чекпоинт. Ну, давайте сюда еще слетаем. Где-то мы соточку скорость возьмем. Достаточно оптимально. Вот, запоминаем. Abandoned Anchorage. Вот он как раз и есть, этот корабль. То есть мы что взяли? Взломчик. Раз. Единственное, что да, с оружием. Ну, с оружием я не знаю, надо где-то как-то его искать. Но я думаю, мы, наверное, скорее всего полетим. Так, это Torn Security Wing. Мы, скорее всего, полетим. Ну, подумаем. На другую планету. И там есть синие скафандры. Ну, то есть, чтобы нормально в них чувствовать себя. А сейчас мы, наверное, вот изучим ключи взлома. Потом, что изучим так называемый радар. То есть он нам пригодится. И радар для чего нужен? Ну, давайте. А следующую, может быть, серию мы посвятим как раз поискам. Поискам
Аргуса. Это будет оптимально. То есть будет у нас Аргус, будет веселей намного. Ну, в принципе, у нас сейчас достаточно все хорошо. В том отношении, что у нас есть как бы Протеус, есть у нас, ну, в небольшом количестве, но есть кислород, азот. Ну, может быть, еще чуть азота мы добудем и кислорода для того, чтобы нормально можно было сделать, накачать Аргус воздухом. И это будет оптимальный вариант. Давайте подлетаем, что он тут. Что у нас скорость снизилась. Давайте увеличим скорость. Вот, погорячили, снизили. Так, посмотрим. Главное тут не нарваться на это самое, на турели. Потому что это военная область. Тут все достаточно грустно. Вот, ну, что я могу сказать. Вот тут как раз и турели они и есть. Ну, давайте поближе подлетим. Видите, там синими такими, ну, не знаю, может отсюда не видно, но так при хорошем качестве достаточно видно, что это синее такое. Угу, турели там крутятся, вертятся. Просвечивают синева вот в правой стороне, там где. Ладно. Чекпоинт этот. Угу. Еще мы так против солнца. Не видно ничего. Что-то вращает, коловращает. Ну, потом можно будет, ну, как только мы добудем винтовку, можно будет расстрелять там все это. Вот так примерно. Ну, еще поближе подлетим сейчас. У нас взломщик один, поэтому не будем его пока тратить. Ну вот он так выглядит, командный пункт. Но мы его постараемся тоже зацепить. Постараемся, да? Так, ладно. Давайте дальше. Так, и знаете, Том Винг. Давайте туда. Слетаем. Руин чекпоинт. Все, полетели. Так, навелись. Это тоже сотку выберем. Ну, чуть даже побольше. Вот, посмотрим тоже издалека. Ну, там видно было, ну, можно, конечно, было сунуться, но у нас, запомните, у нас только один взломщик, надо будет сделать их. То есть изучить взломщики, изучить их и сделать. Так, ну, что я могу сказать? Отлично. Так, сейчас подлетим. Торн Security Wing. Посмотрим, что там. Как бы вот такой облет, он все-таки в конечном итоге приводит к тому, что там находится этот самый синий скафандр. И уже как бы с ним чуть повеселее будет в других, на другой планете. Ну, а потом там уже искать зеленый. Ну, короче, вот такая постепенная система. Ну, завтра, ну, не завтра, может быть, в следующей серии мы посвятим поиску Аргуса. Вот нам будет Аргус нужен по зарезу. Ну, для этого, для того, чтобы мы смогли его добыть, нам нужны ресурсы. Так, ну, 100% хп. 100% у нас жив корабль. Это просто замечательно. Давайте посмотрим, что у нас там. Ну да, ресурсы, конечно, нужны. Так, посмотрим, подлетаем. Тоже что-то синим там, по-моему, вдалеке моргает. Так, а ну-ка.
Тут вообще в таком состоянии полуразобранном. Что-то я там не вижу ничего такого интересного для себя. Ну, там, да, там видно, что... Ладно. Так, что еще у нас тут по программе? Так, давайте R. Так, чекпоинт. Руинчик. А вот это мы здесь были. Дамаджер реактор. Давайте мы, знаете, что сделаем? Так, ну еще дамаджер реактор. Ну, там то же самое, по-моему, с той же серии. Ну, я не вижу упор. Ничего такого. Соларка. Конечно, подлететь, посмотреть, но... Давайте, любопытство выше всего. Ну да. Видно, что там внутри турель. Ну, синим таким светится. Ладно, сейчас этот, возможно, взорвется. Ну, давайте тогда, знаете что? Давайте мы тогда вернемся на свою базу. Изучим ключ. Вот, что еще? Так, такой у нас такая стыковка. Все, улетаем отсюда. Так, 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 так. И где наш? Нет. Кносы нам тоже не интересно. Угу, вот. Варп перемещения. Вот можно на втором даже варпе пожировать. Ну, второй варп, он, конечно, могучий. Так, промчались мимо Брокина. Ну что, отличный поход. Так, у нас есть синий детонатор, у нас есть одноразовое устройство взлома. Так, у нас есть пистолет. Так, что у нас? Вот это мы все будем... Это мы здесь оставляем. Винтовка нам нужна. Но винтовки, наверное, придется искать в другом месте. Уже на Аргусе. Нам нужно будет этот оружие для того, чтобы взломать командник, для того, чтобы там пробить. Ну, конечно, можно там руками там его, не знаю, там как... еще каким-то методом там. Но основная задача, конечно, найти Аргус. Я думаю, мы за этим делом займемся. Это очень хорошая идея во всех отношениях. Так, ну ведь на втором варпе уже повеселей. Просто сказка. Совершенно другие скорости. Совершенно другое время. То есть тут 3 минуты мы потратили, да? А тут за минуту мы домчались. Вот. Так. Наш Sweet Home, Sweet. Наш дом. И тоже так же пристыкуемся, развернемся как-нибудь бортом. Потому что по мне
не тюкнуться на радостях. Так, мы там. Угу. Так. Так. Разворачиваемся, поднимаемся. Ну, по такой же методике. Ну, потом, когда будет Аргус, мы будем более спокойно тут подлетать. То есть просто носом. Даже вот так можно сориентироваться на эту сторону. Вот так. Разворачиваемся. Все. Все. Летим изучать все. Тоже интересно, когда тура крутится, она еще и освещает. И как прожектор такой стоит. Подсветка такая. Забавно. Так, ну еще можно довернуть чуть-чуть. Вот так. Все, более-менее. Так, что мы? Так, так. Угу, хорошо. Все, помчались. Так, полетели изучать. Так, эти варп-ячейки мы тоже забираем. Будем их разрушать. Все, летим. Угу. Так. Так, так, так. Угу. Вот что нам нужно. Есть. Так. Так. Посмотрим, что мы можем вообще производить. Так, ну что у нас даже... Ну, давайте еще этот пистолет изучим на всякий случай. И все изучим. Все будем знать. Так, ну давайте. Так, и детонатор. Ну, пока детонатор мы оставим. Давайте вот этот мы здесь оставим белый, а синий мы там. Синий нам там пригодится. Так, что он? Так, производить. Ну, что мы будем производить? Попробуем произвести на разные устройства взлома. Ну, надо штуки 3 как минимум. Все, мы их изучили. Теперь нам нужно только оружие для штурма, чтобы захватить командник. Не, ну, конечно, если мы сталкер обычно руками, там все их просто отрывает. Но мы пока таком не обладаем таким уровнем прокачки. Так, что еще?
Так. Переработка. Лед и реголит. Нитраты. Все, пусть перерабатывает. Главное, нам нужен будет реголит. Ну вот знаете, может быть... Так, вот в том-то дело, что нам нужно будет лететь, по всей видимости, не сразу за Аргусом, а на Бурнер. По-любому. Сейчас скажу, почему. Нам нужно будет синие канистры. Синие нам канистры будут просто необходимы. Так. Выгрузить. Синие канистры нам будут нужны. Почему? Потому что мы должны будем взять окись азота. Раз. Потом должны будем взять гелий. Два. То есть вот как бы вот такой вот, такие вот две вещи, которые нужно будет для того, чтобы мог он с помощью закиси азота, этот Аргус, двигаться. Ну, без закиси азота его практически не сдвинуть будет. Так. Вот таким планом. Ладно, ну давайте сейчас тогда никель-урон, феррит, кислород. Ну, хорошо. Ну да, синие канистры нужно будет. Но синие канистры, насколько помню, нужно будет искать на Бюрнере. На этой падающей там. Все время там на падающих этих станций. Без них ну никак нельзя. Вот феррит. Практически разрядили. Почему? Потому что у нас корабль не подключен. Мы сейчас только работаем на солнечных панелях нашего вот поста. Его, конечно, не хватает по мощности, но это как бы я не собираюсь на этом делать. Крафтить ресурсы. Потом мы поценим корабли, и все будет хорошо. С большой емкостью. Такую батарейку сделаем. Так, еще там феррит 8 единиц осталось, да? Никель-урон получили. Так, ну что? Так, смотрим. Ну, давайте, может быть, еще. Сколько мы там взломщиков? Ну, в принципе, 3. Ну, давайте, будет 5. Так, этот мы оставим. Угу. Да, видите, сколько энергии требуется. Ну, еще один. Конденсатор практически разрядился. Ну все, достаточно. Так, это оставим в корабле. Ну, детонатор можно, в принципе, туда положить. И потом уже на Бурнер. Давайте вместе с вами в следующий раз летаем на Бурнер. И там соответствующим образом найдем синие канистры. Нам они нужны будут. И потом уже возьмемся за поиск Аргуса. Ну, я думаю, это будет достаточно оптимальный вариант во всех отношениях. Давайте вот сюда положим взломщики. Так, и синий детонатор. Ну вот, примерно где-то так. Сверху мы тут ничего оставлять не будем, только снизу, да? Вот они снизу будут лежать. Так, смотрим, сколько у нас еще. 1 час 51. Отлично. Все у нас тут. Все
как бы хорошо. Давайте еще раз посмотрим, что нам нужно. Так. Мы сюда поставим канистры. Нет, то есть в другую сторону ушла. Так, и сюда простое гражданское ядро. Вот у нас синий детонатор для Аргуса будет. Так, взломщики. Это у нас для того, чтобы его можно было проварить. Вот, что еще? Ну, в принципе, да. Потом мы переработаем ресурсы и полетим на Бюрнер. Для того, чтобы найти синие канистры. Ну, в принципе, все достаточно неплохо. Так что, если есть предложения, там, ну вот, как бы пишите там или задавайте вопросы, я не знаю. Так, давайте тут накачаем все. Life Support. Наш Heaven. Так, сменим аккумулятор. Вот, потом заправимся кислородом. Вот сколько у нас тут. 0,5, отлично. Угу. Так, ну все. Отлично сняли мы скафандр. Вернее, шлем. Так, заправка. Все, в принципе, мы готовы морально. Так что все, пишите, задавайте вопросы, советуйте. Ну вот я предлагаю как бы все-таки посмотреть в сторону Бюрнера, хотя Сталкер предлагал дальше собирать ресурсы. Ну, посмотрим. Пишите. Всем пока.